Всем привет! Меня зовут Таня, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня с вами будем шить красивое легкое одеяльце, которое шьется просто, быстро и элементарно. Будем шить его из квадратов, а результат получается просто невероятный. Красивый узор вот такого вот плана. Досмотрите, пожалуйста, это видео до конца. Также буду ждать очень ваши комментарии, пальчики вверх. Если вы не подписаны еще на мой канал, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик. Ну все, мы приступаем к работе. Итак, для начала подготовим два квадратика. Размером я беру 30 на 30 сантиметров, чтобы как можно быстрее получилось готовое уже изделие. Вот такие два квадрата. Складываем их лицом к лицу. Теперь проведем по диагонали линию. Потом по ней мы будем разрезать. Вот проводим. По ней будем ориентироваться. Теперь каждую из сторон откладываем по 0,7 сантиметров. Все, вот по 0,7 сантиметра с каждой стороны отложено. И прокладываем по ним строчки. Среднюю мы не трогаем, повторюсь, мы ее потом будем разрезать. Строчки проложены, и теперь разрезаю вот по этой средней диагональной линии. Можно это сделать обычными ножничками, можно ножом раскроенным этим кругленьким. Как вам удобнее, в зависимости от того, какие у вас инструменты есть. Теперь разворачиваем. Хорошенечко утюжим и шов заутюживаем на темную сторону. Так, теперь срезаем вот эти вот уголки и выравниваем квадрат до размера 28 на 28 сантиметров. Итак, вот такие два квадратика у нас получились. Также теперь берем еще два квадрата размером 28 на 28 с половиной и складываем их лицом так к лицу. Сюда. Ну и сюда, соответственно, то же самое делаем. И теперь нам нужно тоже проложить строчки, точно так же, как и делали с теми квадратами. По диагонали, также 0,7 на расстоянии от диагональной строчки прошиваем. Но следующим образом, то есть не вот так, а вот так, чтобы когда мы развернули квадратик, он был здесь цельная половинка, а здесь состоящая из двух. Здесь, думаю, ничего сложного. Сейчас вот это вот делаем с двумя квадратами. Так, ну и теперь так же, как и прошлыми, точнее, квадратиками, также поступаем, разрезаем их по диагонали. Вот так вот дорезаем до конца. Разворачиваем, утюжим. И все, и будем собирать уже блок. Все, готово. Вот такие квадраты у меня получились. Я их подровняла, выровняла, чтобы они были аккуратные, симметричные. Размер каждого из них 26 на 26 сантиметров. Ну все, теперь собираем один большой блок. Решила шить одеяльце вот с таким вот узором. Мне кажется, очень красиво смотрится и необычно. Значит, здесь главное подбирать вот здесь вот центр такой, чтобы цвета были разные. То есть вот темное, светлое, чередуем. Ну, вообще, именно в таком блоке очень много можно вариантов сообразить. Там вообще абсолютно разных, там просто такой длинной полоской, уходящей куда-то вдаль. Или вот так, как вот я делала. Мне вот так хочется, такой зигзаг будет красивый, поэтому так я буду шить. Сейчас сшиваю все это в один большой квадрат. Вот так, так и вот так. Готово. Я все подровняла, выровняла. Размер такого блока в готовом виде 50 на 50 сантиметров. Как видите, шьется он просто и быстро. И теперь, в принципе, не составит никакого труда посчитать, сколько блоков нам нужно на одеяло. Можно взять обычный листик, бумажку, ручку и просто высчитать или нарисовать схему одеяла
допустим, размер его, и вот сколько таких блоков в него влезет по 50 на 50 сантиметров такой каждый квадратик. Ничего сложного, сейчас высчитываем и шьем дальше. Я посчитала, для моего одеяльца, я шью детское, мне понадобится 6 таких квадратов, 6 блоков. Поэтому сейчас я их сошью и будем с вами работать дальше, собирать уже одно большое полотно для одеяла, его верхушку. Итак, у меня уже все готово. Теперь можно приступать к сборке одного единого большого блока верха одеяла. Кстати, смотрите, так вообще похоже, да, на сердечко. Часть зигзага. Тоже можно такой использовать блок. Так, и теперь будем выкладывать. Вообще есть несколько вариантов тоже, как их выложить покрасивее. Но я выбрала один, как я говорила в начале, именно зигзагообразный. Сейчас я вам покажу. Так, я разложила все блоки в том порядке, в котором хочу, чтобы у меня вот получилось одеяльце. Теперь сейчас я их все сошью между собой в одно единое полотно. После измерю размер. И потом уже буду думать, какую окантовку, какого цвета сделать, чтобы его немножко расширить. Потому что оно, если мы сейчас сшиваем, будет в ширину где-то примерно 98 вот так сантиметров. Поэтому думаю, мне хотя бы такое, чтобы оно было 1,10 м. Поэтому примерно по 7 сантиметров еще нужно будет нашить с каждого края, плюс-минус. Ну, сейчас все сошью в одно полотно, хорошенечко утюжу, конечно же, и показываю вам. Все, верх одеяла я сшила, подровняла края, отутюжила его. Размер получился 98 на 147 сантиметров. Смотрите, как симпатично смотрится. Вот, теперь, значит, по длине оно меня устраивает, вот эти 147 сантиметров, плюс потом еще на швы уйдет немножко. Нужно мне только добавить ширину, но опять же, здесь все индивидуально, смотря какого размера вы будете шить, поэтому подстраивайтесь под свои предпочтения. Я просто буду вот с краю, с того, и вот здесь, который, вот он здесь поближе, я просто здесь, ну, скажем так, донаращу такие вот полосочки ткани. У меня нарезаны есть такие небольшие полоски в цвет вот этих треугольничков. Я просто сейчас их соединю в одну длинную полосу такую, и с одной стороны пришью, и со второй. Опять же, повторюсь, это все индивидуально на ваше усмотрение, смотря какое одеяльце вы будете шить. Итак, вот что у меня получилось. Пришила такие боковушечки. Вот, как видите, они соединены из нескольких вот частей. Здесь тоже вот, здесь. Вот так вот смотрится, мне кажется, довольно симпатично. Вообще одеяльца можно шить разными способами. Допустим, сложить бутерброд, снизу одну ткань, потом между ними слой наполнителя, сверху вот, допустим, вот лоскутная часть, простегать и после окантовать одеяльце. Но я буду поступать немножко другим способом. Сейчас покажу, что я буду делать. Собираем одеяльце следующим образом. Самый низ у нас здесь лежит наполнитель. Это может быть синтепон, альпалюкс, ватин, еще куча разных современных наполнителей. Но мне вот больше всего мой любимый нравится альпалюкс. Он похож на синтепон, только он намного тоньше, намного такой приятней, воздушней и в то же время намного теплее. Вот, допустим, вот это альпалюкс соточка, он до минус 10 градусов. Даже некоторые есть там на зимние комбинезончики, также при пошиве его используют. Ну, короче, классный, мне очень нравится. Поэтому снизу у нас альпалюкс, и сверху здесь 2 слоя ткани. Это идет сначала вот обратная сторона, что у нас будет на другой стороне, лицом вверх. И вот наше, то, что мы с вами шили, эти узоры красивые, также лицом вниз только. Вот так, то есть собираем вот здесь вот лицо к лицу, вот так, и снизу наполнитель. Скалываем по периметру булавочками, и все это прошиваем по всем 4 сторонам и оставляем небольшое отверстие для выворачивания, буквально
где-то 15-20 сантиметров, ну, должно хватить. Если вдруг вы будете шить с более плотным наполнителем, то оставляйте где-то 20-25 сантиметров, чтобы можно было вывернуть без труда. Так, все, я вот все прошила здесь по краю, ставила отверстие для выворачивания. Теперь убираем булавочки полностью все и срезаем эту лишнюю ткань, лишний наполнитель, и все, и выворачиваем через это отверстие. Так, ну а теперь это отверстие можно зашить потайными стежками с помощью иголочки и нитки, а можно просто на швейной машинке проложить здесь по краю строчку. Ну, я сейчас быстренько зашью потайными стежками, и все, идеальце будет готово. Ну, еще его, конечно, можно простегать по желанию, и я, наверное, это сделаю. Сейчас вам уже все покажу. Все, зашила это отверстие. Вот оно. Здесь у меня было. Вот. Сейчас вам покажу одеяльце на данном этапе. Как оно выглядит. Вот лицевая сторона. Вот вторая сторона. И я хочу его простегать. Стегать буду на обычной швейной машинке. Просто, наверное, вот так по зигзагам прошью и все. И уже через буквально пару секунд видите конечный результат. Ну все, мои дорогие, одеяльце полностью готово. Но вот такое оно интересное, необычное получилось. Я, честно сказать, очень довольна результатом. Мне нравится такой узор. Вроде бы все делается, ну, даже элементарно, просто, быстро. Получается вот такая красота. Можно шить его еще большего размера, взрослое, тогда узор будет еще красивее смотреться. Так что пробуйте, шейте, практикуйте, что непонятно, спрашивайте, задавайте ваши вопросы в комментариях. Всегда всем все отвечаю. Надеюсь, вам понравился мастер-класс. Жду ваши комментарии, пальчики вверх. Кстати, если вы еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подпишитесь. Впереди ждет очень много разных классных видео. И также не забудьте, пожалуйста, поставить галочку на колокольчик для того, чтобы не пропустить обновления с канала. Ну все, до скорых встреч. Пока-пока.